Уважаемые гости и подписчики моего канала, Андрей Золотарев в прямом эфире прямо сейчас, украинский политтехнолог. Андрей Владимирович, приветствую вас. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, зрители. Друзья, сегодня очень много новостей, именно таких ожиданий, да, вот что случится. Буквально перед нашей встречей прямо сейчас сообщение. Уитков и Кушнер отправляются таки в Пакистан. На неделе они кружили вместе с Венсом, вроде как вылетали, но потом как-то так вот в Вашингтоне все встретились. Ситуация, конечно, очень и очень, ну, такая взрывоопасная. Перемирие истекает, там сегодня или завтра, или там, через какие-то дни, часы, которые говорил Трамп. Трамп, конечно, говорит о том, что он всех победил. И, в общем, Хексет, который выходил на брифинге, сказал, что ой-ой-ой, мяч на стороне Ирана, сейчас исторический момент, но у нас пушки заряжены, там авианосцы идут. Если вот с этого начать, Андрей Владимирович, как вы думаете, договорятся сейчас? Или Иран, в общем-то, упрется и будет требовать свое? Он будет петлять. Поэтому он прекрасно понимает, что время работает на него. И, судя по всему, Трамп не получит то, что хочет. Тут другое, как бы, учитывая гипертрофированный эгоцентризм Трампа, ну, элементы мании величия, чтобы он не использовал последний довод королей, не жахнул бы ядеркой. Вот мелькали такие. Вот это тревожно. А то, что там, судя по всему, не срастается, это совершенно очевидно, по-моему. Кто бы что ни говорил, да, Израиль продлил перемирие в Ливане, но, судя по всему, Иран не намерен уступать, и там прекрасно понимают, что они сейчас находятся в выигрышной позиции. Поэтому, учитывая предельный характер взаимных требований относительно прекращения войны, судя по всему, сенсации не будет. Ну, интересно, как долго может это продолжаться? Ну, вот хорошо, смотрите, сейчас не договорятся, или там опять будет раунд переговоров, будут, наверное, продлевать перемирие, или будут уже лупить опять по Ирану, но там возникает вопрос, а куда бить? Ну, по электростанциям выключать, превращать, загонять Иран в каменный век? Естественно, в состоянии гуманитарной катастрофы, то есть тут очевидно тот случай, когда у Трампа, когда вытащил нож, режь. Но я надеюсь, все-таки, что дело до этого не дойдет, будут в очередной раз продлевать, и вот эти танцы-манцы продолжатся в Исламабаде. Ну, я думаю, что к 15 мая Трамп того, что он хочет, точно не получит. Ну, а Ирану надо выиграть время. Поэтому он будет говорить о мире, ну, как и в нашем случае. Стороны говорят о том, что они не хотят войны, но при этом не делают тех шагов, которые бы привели к прекращению боевых действий. Перемирие, да, но это же перемирие, оно может тянуться еще очень долго. А с экономической точки зрения, да, надо до июня желательно урегулировать ситуацию, поскольку, допустим, те же страны Азии, откуда идет карбамид из Катара, ну, аммиак, даже удобрения. Там потребность у Индии до 40% потребления Индии отсюда. У Таиланда тоже примерно такие же. Поэтому и появляются такие алярмистские прогнозы относительно того, не обернется ли это дефицитом продовольствия на мировых рынках. Вполне может. И Ну, да, Трамп они, говорит, нефть по 200 это да, лучше, чем ядерное оружие у Ирана. поэтому присоединитесь крепче, поэтому будет, судя по всему, и турбулентности, и цены, судя по всему, ценовое ралли. Хорошо так, если не будет, дай бог, чтобы оно не пошло к 150, все может быть. Поэтому, особенно европейская экономика, она предельно уязвима к этому гормузскому фактору. А блокада, ну, знаете, она превратилась в такую у Трампа в блокаду Шреддингера. Вроде бы блокада и есть, но как бы китайские супертанк для Китая проходят. Андрей Владимирович,
А что ловит Зеленский в Саудовской Аравии? У него вчера триумф был на Кипре, встретился с европейцами, подписали 90 миллиардов. Но вот он не возвращается, не торопится вернуться в Украину, а поехал, собственно, по городам и весям. Там, говорят, у него в Азербайджане тоже будет остановочка. В общем, нечто крутится, закручивается. Хотя, по большому счету, мы не видим никакого прогресса по решению как раз-таки украинской войны и каким-то, ну вот если по Ирану хотя бы говорят, что будут какие-то переговоры, куда-то кто-то хотя бы едет, то по Украине никто никуда не едет, причем уже так продолжительный промежуток времени. В предыдущий европейский визит Владимира Александровича вдохнули потужности, он расхрабрился, естественно, и пошел резать Трампу правду матку. И Витков и Кушнер, это надо больше им, а не нам, что Трамп играет на стороне России и так далее. Ну, собственно, вкупе с визитом лишенного всех прав состояния принца Гарри, он же не может выступать как член королевской семьи в силу скандалов, связанных с его браком и так далее. Но, тем не менее, вспоминается Джонсон, 22 год, давайте просто воевать. Вот где-то вот к этому все сейчас сводится. А учитывая то, что саудиты готовы были, да, чуть-чуть повеяло надеждой на прекращение войны, наряду со Стамбулом готовы были предоставить, стать площадкой для переговоров. Ну и туда же и не будем забывать, собственно, приключения Владимира Александровича Ермака в Омане. Как бы это дает почву любителям конспирологии, ну, тем более. Главное, чтобы Бен Салмана за руку не хватал, Владимир, это же запрещено в Саудовской Аравии. Ну, надеюсь, подобно Трампу, шутить насчет, куда он должен поцеловать Бен Салман, Владимир Александрович тоже. Нет, на самом деле очень интересно, да, выглядит все. По Украине бьют дроны, летят низко-низко над Киевом сейчас. В Днепре вообще очень интересная такая история произошла. Знаете, ну все уже привыкли к тому, что ущерб наносят не только там дроны, ракеты, что-то еще российское, а еще и, конечно же, ракеты ПВО. Вот прям в дверь влетела, не взорвалась ракета в Днепре ПВОшная. Ну, то есть ужас этот продолжается. И такое ощущение складывается, что Зеленский, ну и нам опять говорят о том, что сейчас будет массированный обстрел, готовятся борты и так Владимир далее. Александрович, ждите, насыпят. Это уже стало печальной традицией. Какие цели вот этих действий, как вам видится? Ну, потому что энергетику вынести вроде как не выносят. Ну, или там не могут, или не хотят, или другие цели. Куда попадали, нам не говорят. Очень интересный был вчера эпизод, когда тестируют, получается, тестируют что-то. Вот там надводный дрон российский полетел. То есть какой характер, как вы оцените характер этих воздушных ударов со стороны России, ну и со стороны Украины по России? Ну, со стороны России, судя по всему, для Кремля важно будет показать ответку за Туапсе. Судя по всему, такой массированный удар не заставит себя ждать. С украинской же стороны продолжается отработка по узлам, по таким узловым точкам, коим тоже является и Туапсе, откуда тоже идет отгрузка. И, судя по всему, это продолжится. Ну, Буданов действительно там многих заинтриговал, что мы там пришли к тому, что может перевернуть и так далее. В 2025 году разработали. Ну, посмотрим. Пока можем только догадываться, но, может быть, там уже использование искусственного интеллекта в этой войне 4.0, войне дронов, возможно. Но вот такой ужас без конца, он, увы, это будет продолжаться. Тем более у нас же, знаете, на фоне больших новостей никто не вспоминает, вот есть такие Херсон, Никополь. Ну, там все эти годы было неспокойно, это, по сути, прифронтовые города. Время от времени что-то прилетало, но вот с начала марта их просто кошмарят. И как-то это не...
на первые полосы не попадает. И буквально там через день кто-то гибнет. Бьют по гражданским машинам, по жилым домам, тем более. Вот там все это за вот эти 2 весенних месяца все стало намного жестче. Да, как-то Андрей об этом. Владимирович, тут смотрите, какая важная деталь. Нам начали показывать, что тыл шатается. Каждый день, я прям даже и перечислять устанешь. То там кто-то достал стартовый пистолет, то там кто-то с автоматом. И это выглядит как действительно серьезный такой дестабилизирующий фактор. То есть в тылу проблемы. Посмотрим на передовую. Скандал просто неимоверный. Голодают военные, из лужи воду пьют. Никто не может. В дистрофическом состоянии, но То есть если бы... я к чему? Я к тому, что в тылу, видите, дестабилизация вот такого толка. Начали вроде как показывать, что они что-то делают, борются, да. Начали показывать, ну, видимо, разнарядка пришла после Голосеевского стрелка, а ты смотришь и понимаешь хаос. На передовой, когда нам рассказывают там министры Федоровы о том, что вот как мы заботимся, у нас вот будет все по-новому, мы там, ну подождите. Министр Федоров пока кормит только обещаниями, что не встреча, то какие-то там новые его решения в ТЦК или еще где-то. Но на передовой мы видим, какая ситуация вот по конкретному примеру. Да, это не замолчали, не убрали под сукно, но тем страшнее. Неужели это начинает вылазить правда перед концом? Ну, я не раз высказывал предположение, что тыл может посыпаться раньше фронта. Так вот, это, да, не нулевая вероятность. Но здесь все-таки с полицией, вот эта вот неделя после этой трагедии на Демеевке, тут, конечно, и пляски на костях пиарщиков присутствуют, попытки переключить, сделать такой информационный спин, переключить там на внимание с системных проблем на вопросы того, что, дескать, давать, не давать гражданским короткоствол. Ну, плюс еще и там русский след пытались подтянуть, так сказать, у этого этот стрелок, уродженный у Москвы. Это в полицейском релизе. Какое это имеет отношение? Ну, откуда Васильский родом, например? Ему уже добрый десяток наших нынешних деятелей, которые корни там. Но с военными это немножечко другое. Это, очевидно, тот случай, когда Воленс не Воленс пришлось реагировать. Действительно, случай из ряда вон. Ничего удивительного, если у нас по-прежнему такие персонажи, как Глининая, которая яйца по 17 гривен толкала ЗСУ и в теме, и в доле, ну, естественно, если у кого-то прибывает, у кого-то будет убывать. И убывает, к сожалению, фронтовиков. То, что... Ну и там разные волонтеры, типа Берлинской, попали на пленки Миндича, о том, ну, что кто-то ее, в общем... сомневались, что, как говорится, это Маша 3 рубля и наша. Ну, по-моему, там много всего. Особенно после того, как благополучно сошло выставка в Чернигове. Как вы думаете? Дорогого стоит. Поэтому, не знаю, 20 тысяч гривен, но обычно в гривнах никто расчета не ведет, ведут доллар, 20 штук на записях этого прокурора. Но это только, знаете, это только маленькая часть вот этого гигантского массива информации. Если полетит, тут еще же дело химпрома. И у нас как-то люди мало интересуются на фоне войны. Какой-то химпром, какой-то Егор Буркин по кличке Мексиканец. А ведь любому, который сталкивался с украинской правоохранительной системой, понятно, что без крепкой покрышки такой бизнес вести в Украине невозможно. А значит, там тоже господа генералы в доле. И если Буркин заговорит, он может вывалить много такого, что будет претендовать на скандал мирового значения, когда высшие чины полиции, спецслужб могут оказаться в этом замешаны. Ну, пока этого не случилось, ждем. Но, судя по всему, там, может быть, момент обиды
я же давал, а тут, как говорится, вдруг... Ну, я помню в 90-е годы, когда некоторые бригады делали маски-шоу, ложили мордой в пол, но потом, спустя там несколько суток, продержав там в обезьяннике 48 часов, выпускали. Говорили, ну, вы же понимаете, что нам же надо показывать борьбу. Ну, а потом, когда уже при Кравченко, это уже в конце 90-х, тогда закрутили гайки серьезно в отношении братвы. Ну, что-то, да, готовится, судя по всему, какой-то вот информационный, очевидно, то, что это вот со стороны кажется рассинхронизированный информационный поток, но, может быть, греют почву. Ну, выходит тот же Карась, ну, не тот, который в Днепре, а который на Банковой плавает, судя по всему. Вот, и рассказывает, прогревает тему о том, что надо у 18-летних бизнеса, еще и семей, надо снижать мобилизационный возраст. Учитывая то, что вдохнули потужности, дали зеленый свет 90 миллиардов, ну, соответственно же и вопрос поставят. Ну, так мы даем, так и вы же покажите, что вы можете. Судя по всему, мобилизационные гайки будут закручиваться, несмотря на такие гуманистические заявления главы президентской канцелярии и прочие скандалы. Мы видим в том, что контент-мейкеры из ТЦК работают не покладая рук. Что ни день, то появится очередной скандал. Нет, ну скандалов, конечно, хватает, Андрей То с крыши Владимирович. сбрасывают рабочего, то на капоте машины в Виннице женщину возят, похитили ее Ну вот, мужа. вот, кстати, это видео, вот она запрыгнула на капот машины и, в общем, там кричит, лупит, бьет палкой, в общем, ну это мало кого волнует, никак ты эту машину не остановишь, хотя кадры, конечно, удручающие, и этих кадров очень много, они действительно как с цепи сорвались. Я хотел бы, чтобы прямо сейчас люди... ну, им напомнить, что можно оставлять вопросы в сообществе YouTube, конечно же, в чате трансляции в самом конце, а также в клубе зрителей. Это QR-код, который подальше от меня тут, который поближе. Возможность прямо на экран написать, если хотите. В финале будут ответы на вопросы. И в чате у нас вот такое голосование. Люди голосуют уже активно. Проголосуйте и вы, дорогие друзья. Какая из систем наиболее близка к саботажу и сопротивлению центральному сигналу центральной власти? То есть кто обидится и кто ближе, да, обидится и развернуться? Полиция, ТЦК, ВСУ или нет? У Зеленского все под контролем, нет таких систем, которые, в общем-то, против него же и развернутся и, собственно, будут ему представлять какую-то, ну, оппонировать угрозу и так далее. Вопрос, смотрите, абсолютно понятный ввиду того напряжения, которое есть и в полиции, и в ТЦК, и в ВСУ на передовой с голодающими военными. Или это все как бы просто шум, ну, очередные кризисы, которые можно преодолеть, и накопительного эффекта не будет, у Зеленского все чин-чинарем, и все под контролем. Андрей Владимирович. Пока. И иногда кажется, что все под контролем, но прилетает черный лебедь, и реальность стучит по полу. Мне кажется, вот тут слабое звено для президента это ВСУ. Извечный конфликт между военной целесообразностью и политической необходимостью, естественно, приводит к тому, что отношения иногда приобретают конфликтный характер между политиками и генералами. Ну, это мы наблюдаем в Соединенных Штатах. Хексет убрал там министра военно-морского флота. Судя по всему, очевидно, возражения насчет реальности миссий привели к тому, что и до этого же 2 недели назад убрали ряд военного ведомства для увольнения генералов. Поэтому эта тема, она стара как мир, и, судя по всему, да, действительно. А полиция, она в силу того, что это она в любой системе власти, она привязана к власти, и, как правило, в случаях, когда наступает какая-то
революционная ситуация или просто политическая турбулентность, полицейские часто оказываются крайними. Ну, а тем более, что учитывая то, что в Украине полицейская реформа, которую две грузинские пиарщицы продали украинцам муляжи американской полиции, там даже на машинах служить и защищать, это же слезали у американцев форма а-ля копы и так далее. Но это же видим. Это яркий пример того, когда форма давлеет над содержанием. Ну вот и прилетел черный лебедь, Демеевке. Ну, естественно, пытаются эту полицейскую, которая попала под раздачу, пытаются вызвать сочувствие. Ну, я все прекрасно понимаю, что человек, который 10 лет занимался бумажной работой, ну, числился патрульным полицейским. А это, кстати, тоже, кого попало на административку не садит. Это для своих. Но она не была просто морально готова к такому повороту событий. Когда ты сидишь, перекладываешь бумажки, а тут... Так и слушайте, и залог быстро нашли, внесли заодно. Ну, да. Профсоюз, наверное, подсуетился, полицейский. Александр, вы же прекрасно помните, когда патрульный олейник застрелил 16-летнего подростка во время погони за БМВ в центре. Тогда что же профсоюз, начиная от руководителей министерства, заканчивая этими грузинскими аферистками и активистами, ну, тоже приехали поддержать своего. Но что? Ну, тогда, по крайней мере, большой актив действительно был в том, что шли мотивированные ребята, нормальный денежный оклад в 15-16 год. Но через пару лет наша новая полиция начала, точно так же, как и старые менты, поднимать бабло. Ну, смотрите, тут же как бы мы скатываемся в очень жесткий внутренний кризис, кризис порядка. То есть бардак везде. И это существенно подрывает тыл. По поводу вот этих голодающих... Как вы хотели. Ведь основное, ради чего все делается, для того, чтобы снять коррупционную ренту. Смотрите, вот те же зарабатывают на все. Ну, как говорится, посполитые пускай там донатят по 5 гривен на то, чтобы пикапчик купить, мивину для захисников. Начиная от амуниции, дроны вообще это отдельная тема, когда там, знаете, фильм «Выри», там, которая, по-моему, персонаж купил еще издание «Бабель» за миллион и следом себе Porsche Macan. 27 лет пацан, занимался фаер-шоу, танцами, ну, инженерный талант. Плюс, знаете, вот фламинго. Естественно, возникает вопрос, а не является ли это декорациями, чтобы за этими декорациями можно было взлохматить партнер и то есть получить коррупционную ренту. Вот и возвращаясь к полиции, ведь каждый, кто на чем сидит, тот с того и имеет. Показывают девчата свои там пирожки и прочие прелести, онлифанщицы. Посмотрите, генералы киберполиции, топы киберполиции, куда ни ткни, долларовый миллионер, судя по активам. Разрешительная система. Вот, возмущались, что этот персонаж с поехавшей крышей купил Келтек. Ну, так, извините, за 600 баксов вы можете купить снайперскую винтовку, которая с 2 километров кого надо снесет. За 50 тысяч долларов, правда, она стоит. А разрешение 600. $300 на справки и курсы по обращению с огнестрельным оружием, пожалуйста. И даже если купишь просто гладкоствол, ну, извините, патрон с картечью или пулей Бреннеки, оно куда более смертоносно, чем пуля Люгер, которая использовалась в этом Келтек. А зачем? Подождите, вот как политтехнолог, тогда дайте ответ. А зачем они качают эту тему про легализацию оружия после этой трагедии?
Или уже все заглохло, или это просто надо было временно, там, пару дней, чтобы это все перебить? Помните нашего Златоуста, который министра, который теперь в Италии там виноградники разводит, господина Авакова, повоняют и забудут. Не, Вот это Зарян и Шкиряк. ну, ну, Говорил. Зарян и Шкиряк. Два человека. да. А, Это ж альтер-эго Авакова. Ну, до а, Авакова нет, у Шкиряка на языке. Хорошо, ну давайте тогда посмотрим, как это сказывается все на поле боя. Вот эта история с голодающими военнослужащими, это же Купинское направление, это Купинск-узловой. Герасимов выходит на днях и говорит, там вот в окружение попали вооруженные силы. И все такие, понятно, Герасимов. И все делают очень такую страшную манипуляцию с сознанием. И всем украинцам говорят, это Герасимов вышел, и он сказал, что очередной раз Луганскую область захватили. Ну, типа, забрали Луганскую область в очередной раз. Хотя он как бы давал сводку за период, да, а официальное занятие всей территории Луганской области это ну, относительно недавно. То есть понятно, что это он говорил, просто ну, знак препинания неправильно поставил, и поэтому все так вот понеслась. Но история с Купенском и окружением Купенским, вот это событие, ну, это фактически подтверждается. Потому что если там вот такие солдаты, то какие там позиции? А, Позиции сейчас таковы, что люди за 5-10 километров тащат на себе боекомплект, воду, продукты питания. Ну и физически это просто. Соответственно, доходит хорошо, если более-менее нормальные комбаты, там, и октокоптерами, вот этими тяжелыми беспилотниками организуют снабжение. А так во многих случаях просто о людях забывают. Но прецеденты уже были, когда там ну, это подают как очередных героев, которые 163 дни на передовой, ну, в окопе. Ну, это ж нормально. Любой военный понимает, что через 2 недели, просидев в окопе, человек становится, теряет боеспособность, выгорает. И понятно, когда человек в дистрофическом состоянии, ну, много не навоюешь. Но это, опять же, вопрос к отцам командира. А то, что проблемы не только в 14-й бригаде, но и в других, у нас эту тему деликатно обходят стороной. Понятно, что тех, кто пытается, естественно, все это дело подсветить, копать, ну, тут же клеится ярлык, ДТП, там, на руку врагу и так далее, и тому подобное. Но время от времени, вот как с этими 4 бойцами, такие жуткие истории выскакивают. М, Продвижение есть возле Константиновки, нам сообщает Deep State. Также очень симптоматично выглядит, Андрей Владимирович, новость от Новой почты. Она закрывает отделение в Камышевахе, это Запорожская область, потому что обстрелы постоянные. Значит, мы откладывали это решение как можно дольше, но ситуация с безопасностью больше не позволяет работать. Ну, то есть мы примерно понимаем, что, ну, это вот дорога от Запорожья туда, да, к Орехову. Сам Орехов тоже недавно показали. Это, конечно, ужас, то, что происходит там. Как оценить ситуацию? Вот сейчас приходят на самом деле очень важные как бы дни. Да? Вот туда-сюда и чуть-чуть, и будет зеленка. Это означает, что дроны уже не будут такие смертоносные, вот эти рассказы и сказки о том, что вот сейчас дроновая война. Нет, штурмы будут идти. Естественно, с середины мая как раз появляется зеленка, и это создает возможности для наступательных действий. Ну, вот даже за эту неделю, да, проблемы под Купенском. И это даже в украинских пабликах отмечается, что там не очень хорошая ситуация. И в Константиновке, похоже, это просто вопрос времени, когда потеряем, тем более, что там, перманентные прилеты кабов по городу. И, так сказать, Константиновка повторит судьбу Бахмута. Ну, тенденция, по-моему, очевидна.
можно там спорить с Герасимовым, то, что позиции противника находятся там в считанных километрах от Краматорска и Славянска. Это, с этим не спорить. Но важно ж, я думаю, президента вполне устроит такой ход событий. Ну, главное, не отдал приказ, не сдал. Ну, а война – это такое дело, что на войне же приобретаешь и теряешь. Ну, правильно, разведут руками. Получим очередную фортецию, там, не знаю, Славянск или Краматорск. Ну, это вот в каком направлении движутся события, уже понятно. Да, значит, немножко жалуются наши зрители в прямом эфире. Друзья, спасибо большое. Поближе микрофон подставьте к себе, просит аудитория. Потому что есть, ну, такой момент, что не добивает иногда. Да, вот давайте. Вроде Да. бы внешний микрофон должен работать хорошо. Сейчас. Вот, потому что Проверим. что-то есть. Я пока сообщу очень примечательную новость. Слушайте, ну это, конечно, вообще какой-то цирк устроили. Есть там политическая интрига, но на самом деле даже по форме выглядит очень и очень похоже на пир во время чумы. О чем речь? Речь о том, как принца Гарри, собственно, кружат. Арсений Петрович проводит вместе с Пинчуком свой форум киевский по безопасности, и приезжает Гарри. Значит, он приезжает, дает посыл Путину, мол, Путин, давай заканчивать и так далее. Но это вчерашний день, а у него уже несколько дней. И вот сегодня он посетил центр разминирования в Буче. И пресса восторженно пишет, что это вот прям как мамка. Как прям мамка Дианка. Вот прям как мамка. Значит, когда-то в 97 году, в январе, она ездила в Анголу, да, чтобы внимание к гуманитарному разминированию привлечь. И вот ему задали этот вопрос в центре разминирования в Буче, Гарри, и он говорит, когда моя мать 30 лет назад отправлялась туда, саперы работали на коленях, чтобы найти спрятанные мины, а сегодня используют искусственный интеллект, дроны, роботов. И после этого он почтил, конечно же, память жертв Бучи 22 года. И, в общем, ну, такой замечательный, такой благостный визит. Вот там кадры оттуда. Это он играет с дронами, как видите. Все жужжит, все вот так. Вот надели на него VR-очки. Тут вот, смотрите, собачка, которая разминирует, управляет дрончиками. Ну, такой, знаете, какой-то Элемент шоу. Элемент шоу. досуг, понимаете? Досуг члену королевской семьи. Ну, так тем более у нас же, вот, понятно, некоторые коллеги едва ли не как всадника апокалипсиса пытаются представить визит этого снятого с довольствия члена королевской семьи, бывшего, то есть он не может выступать как член королевской семьи. Вот. Но мне кажется, все-таки тут все намного проще. По приглашению божьего человека Виктора Пинчука приехал. То есть, Так поэтому, о чем? Зачем эти форумы на 5-м году войны? И что они, какую политическую ценность или военную ценность они несут? Там же все сразу начали ревновать и говорить, Яценюк возвращается. Это они решили поменять Зеленского, это они да, и вчера весь день вспоминали про стену Яценюка, сколько миллиардов гривен было в нее вбухано, и куда после этого форума обратно уедет Яценюк. Ну, понятно, что вот, Виктора Михайловича Пинчука, Яценюка привечают, но мне кажется, здесь это тот вариант, когда пиар наше все. То есть никакого военного эффекта, никаких долгосрочных последствий этой тусовки великосветской точно не будет. смеются в чате трансляции у нас в прямом эфире, что приехал за Вовиной 1000. Вот. Судя по всему. Но на самом-то деле, если мы попытаемся оценить сейчас уровень разногласий США и Европы и место Украины в этих разногласиях, какое оно? Место может оказаться в качестве мальчика для битья. То есть крайним. Я предполагал и ранее о том, что
у Трампа, чтобы хоть как-то украсить свой фюзеляж хоть какими-то, ну, помимо Венесуэлы, какие опции? Куба и Украина. И учитывая то, что Уитков и Кушнер про бабло говорят, ну, могут вполне резонно им возразить. Извините, вы не в состоянии повлиять на Зеленского, так чего стоит ваше слово, слово Трампа? Что он может гарантировать в этой ситуации, спрашивается. И будет большой соблазн всыпать. Вот махнуть рукой, но в этой руке может оказаться зажато что-то тяжелое. Поэтому и ползут там всевозможные слухи по Киеву о том, что и там, всё, не просто на улице Банковой, но информация о том, что там едва ли там замы получили команду саботировать распоряжение Буданова, это не подтверждается, это не так, но это был бы ну, просто, как говорится, за гранью разумного. Но то, что особенно после Пасхи один показал амбиции, а у другого появились подозрения, это, по-моему, совершенно очевидно. И, судя по всему, следует ожидать, что в ближайшую неделю-две начнут еще и пойдет кампания минусовки Будана. Ну, а как ты Учитывая. его, чем ты его заминусуешь? Ну, Ну, у каждого, знаете, у каждого генерала есть свое кладбище. И скелет. Предыдущие, ну, взять хотя бы эти попытки штурма Энергодара, там, или в Каховское водохранилище в 2022 году. Некоторые операции, ну, плюс понятно, что в силу своей специфики ГУР должно работать с самым различным контингентом, в том числе и людьми, скажем так, с криминальным прошлым и настоящим. И все это, естественно, при определенной ловкости рук можно превратить в ну, смотрите, он же тоже все равно ничего что крамольного не говорит, этот Буданов в публичной сфере. Наоборот, Нет, ну, говорит там, давайте сплочаться вокруг вертикали президента, ну, его вертикали, он же а офис что он должен? возглавляет. Но, А наоборот, что? говорит, ну, вот бусификация, говорит, ну, а что, ну, бусификация, ну, война же идет, ну, никуда не денешься. Ну, да, давайте сделаем ее чуть-чуть, как бы, с человеческим лицом. Но никто Ну, вот ему не делает ее политику, человеческим лицом. формулу так, ну, довольно, кстати, что он может еще делать? Он же не будет рассказывать Вову геть. Ну, это исключено по определению. То есть, но отстраиваться от других, ну, мы уже увидели это и по УПЦ, и по мобилизации, ведь до него как-то с улицы Банковой никто не говорил о гуманизации процесса мобилизации. Понятно, что это мера принудительная, понятно, но как-то все-таки можно даже принудительные меры осуществлять, не убивая людей и не ломая им кость. Но, тем не менее, шоу must go on, все продолжается, поскольку для ТЦК у них же есть две задачи. Ну, во-первых, поднять бабло. И судя после вот этой истории с 30 тысячами в Одессе, где там повязали ТЦКшников, подскочили цены. Подскочили цены. Теперь даже из бусика, ну, выйти это 2-3 тысячи. Вот Так с а где, этого начнем. подождите, а где их берут? Ну, давайте вот тоже. а, Родственники. Родственники. Причем там человек, сидящий в ТЦК, вот вы рассказывали историю, там, а у вас есть там Телеграм? Не Телеграм, а этот криптокошелек. Там, да, да, ну, пишут ему номер. Куда и что? USDT. То есть шагают в ногу со временем. Шагают в ногу со временем. А не решится вопрос, поедешь на сборный пункт туда, на Дарнинс. Хорошо, это будут менять? Нет, Ну, нет. вот Федоров Поскольку. же обещает нам. Ну, обещать это обіцянка-цяцянка. Ну, куда-то же Нам эти. Костенко сегодня говорит, что будет офис резерва. Вот так будет Ну, звучать. знаете, переставлять кровати и поменять вывеску, это же от этого система не меняется. Ну, методы не изменятся, система не изменится. Система будет прежней. Во-первых, план.
Ведь такие крупные города, областные центры, там несколько десятков человек на день надо наловить. Там райцентры, там попроще, там 5-10. Не выполняешь план, не поднимаешь бабло, едешь на фронт. Поэтому, как и когда-то в 40-е, во время оккупации, свои же будут хуже, как женщины, пережившие этот период, говорили, что свои же полицаи были хуже немцев. Что вы думаете по поводу проявления Залужного, который долго молчал, а потом вышел и говорит, все плохо на фронте, никто не хочет воевать, дронов все боятся, потому что дроны летают и, ну, да, так сказать, всех быстро-быстро убивают, и вообще как бы эта проблема нерешаема. Ну, так а почему никто ничего не предлагает? Почему никто не выйдет и не скажет, что давайте заканчивать войну? Не Буданов, ну, Буданов, понятно, он человек подневольный, да, вот, как ни крути, представляет Зеленского и офис. Ну, а Залужный там сидел, потом вышел к деткам в школе дипломатии, чего-то там поднарассказывал на фоне припаркованной в степях Украины подводной лодки. Ну, на этом все и закончилось. То есть, Смотрите, и сказал нам, что все просто представят свою победу. Русские скажут, мы победили, потому что мы победили, мы что-то захватили. Мы скажем, мы победили, потому что мы не все потеряли. Вот на этом все и закончится. но, знаете, вот если быть объективным, все-таки у Буданова его технологии работают чуть потоньше. Во всяком случае, там края так не вылазят. А на Залужного, я не знаю, кто ему пишет, подсказывает, но вечно, как говорится, на него с чужого плеча. То он с английским языком, с учебником английского языка появляется. Теперь, ну, философствующий генерал. Ну, у нас есть военный философ, ну, а философствующий генерал – это оксюморон. Вот. Явно, ну, как-то рассуждение про образ победы. Ну, генералы могут рассуждать про победу, но не философствовать. И это очень заметно. В режиме политического сохранения. В Лондоне, ну, до лучших времен. Тем не менее, шансы не нулевые. Даже дело вспоминается и тот же Ющенко, то есть, который иногда, помните, как он обозвал фашистами там, участников акции «Украина без Кучмы». И многие говорят, все, это теперь кранты. Вот. Ну, ничего. Избрался и победил на парламентских выборах, и избрался президентом. При поддержке тех, кого он называл фашистами. Точно так же и Залужный. Ну, ляпнул, сойдет. Пока я вижу вброс интересный, очередной вброс рейтинга соцеса, Зеленский, потом Залужный и только третий Буданов. Уже поехал к с оркестром. Кто бы что ни говорил о том, что выборы на часе и неизвестно, когда будут, но процесс пошел. Андрей Владимирович, давайте так. Если мы вот сейчас попробуем понять, будут менять Зеленского или не будут, и опять-таки, насколько хватит этих 90 миллиардов, которые как бы одобрили. Очень интересный разведпризнак и сигнал, что что-то не так. Вот все, например, считали тоже на этой неделе распространенной информацией Bloomberg о том, что Ахметов купил там дорогущий дом, да, вот это вот за 550 миллионов евро в Монако. Но тут я вообще присмотрелся бы к таким покупкам. Вот присмотрелся бы. Потому что давайте так. Значит, помимо этого, решение Национального банка Украины с 1 мая, значит, компании украинские теперь могут свободно и без ограничений выводить за границу свои заработки, которые в Украине они получали. Речь идет о зарплатах, вознаграждениях, там, бонусах и так далее. Значит, все полученное можно конвертировать из гривны в другую валюту. Нечто подобное, собственно, планируется с 1 мая для иностранных военных, которые за ВСУ. То есть у нас открывается вот эти шлюзы открываются. Этим постановлением военным позволяется в банках идентификацию проходить не только по паспорту, а еще и по своим военным билетам. Короче, начинается какой-то вот предвестники какого-то большого слива.
Вот когда начинают трогать финансы и финансовый сектор, ты понимаешь, что это к чему-то готовится. И не просто так там покупаются такие объекты недвижимости рекордные в мире. Я хочу на это А там, посмотреть не как на кощунство, а на какие-то сигналы того, что будет дальше. ну, у Ахметова там же есть вилла Леопольда, по-моему, это он не нуждается. Ну, похоже, вот высказывают некоторые эксперты, что он является бенефициаром, там целый огромный жилищный комплекс, доходный такой дом. Возможно, это так, чтобы в таком качестве легализоваться. Ну, то понятно, и это на фоне духоподъемных новостей про Сталевый фронт, про новые прайскэпы, которые обернутся окончательным удушением всего живого. Ну, судя по всему, для юрлиц будет еще и так скачок цен на электроэнергию. Ну, а ближе к осени, я думаю, и до бытовых потребителей доберутся. То есть, поэтому зашивайте карманы посполитые. Ну, учитывая то, что жизненный план любого украинского олигарха и политика нацаревать это втекты, но, судя по всему, вот, да, согласен, такой разведпризнак того, что мы накануне грандиозного шухера. Мгм. А А, что касается 90 миллиардов, это же другой вопрос. И, знаете, у нас чуть не описались вот, от радости, чуть ли в ладоши не хлопали, но обещать это же, как известно, то такое есть вы дело. думаете, их не будет, их не дадут? Они будут, но не быстро, не быстро и возможно, по частям. То есть будут как колбаску нарезать вот эти дольки. Но даже если дадут эти 30 миллиардов, которые предполагается направить в бюджет Украины, это не закрывает полностью дыру. Закрывает половину дыры в бюджете. Закрывает текущие военные потребности на несколько месяцев, возможно, там, до поздней осени. А что дальше? А дальше, судя, вот гуляет такой тоже и слухи нашего городка, то, что по министерствам пошла бумага о том, что подготовиться к такому тотальному обрезанию. Ну, кажется, не крайней плоти, а бюджета. Это да. Да. Крайнее обрезание, понимаете, у нас Да, ну, получается не такое. обойтись. Без секвестра, без радикального секвестра бюджета не обойтись. И будут резать по-живому. Увы, но это, учитывая, ведь это я говорил о 47 миллиардах, а чиновники Минфина вот, говорят о том, что там дыра чуть побольше, 55. Плюс у нас и дефицит, вот вы говорите о том, что имеют возможность выводить свои доходы за рубеж, но у нас дефицит внешнеторгового баланса 14 миллиардов. То есть за рубеж мы продаем примерно около 10, а э, покупаем гораздо больше. То есть, соответственно, эти же доллары где-то надо поднять, а значит, судя по всему, печатный станок будет работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Поэтому квантовый скачок гривны может, как говорится, оказаться ближе к сентябрю такой вишенкой на торт. Точнее, квантовый скачок доллара по отношению к гривне. Очень такой эпизод произошел. И этого много, понимаете? Этого, правда, много, но каждый раз, каждый случай, он там по-своему уникален. Есть такая в Украине блогер Эмма Антонюк. И она рассказывает, какая она молодец, волонтер, ездит там, помогает на прифронтовые территории, значит, и там возят продукты, но с продуктами книжки украинские возят. И она подверглась критике за вот этот фрагмент, в частности, да, своих висказувань о жителей прифронтових територій, тобто юго-востока України. Найчастіше, коли люди там приходять, те, що називається абревіатурою ВПО, внутрішньопереміщені особи, за по олію, по якийсь одяг, по крупи, а там хоп, і з'явилося 350 абсолютно нових книг українською. Звісно, вони беруть книжки і підсідають на книжки. А ці люди, вони, русскоговоряща челюсть, вони були зросійщені, у них там були проблеми з ідентичністю. Вони перший раз в житті читають Тигриловів і охренівають. І якби я не чула ці історії від щирих бібліотекарок, які спочатку мені розказують півгодини про радикуліт, а потім, до речі, про те, як у них там неканонічний канон розходиться по руках віхоли, я розумію, що це робить і це треба робити.
Ну, в общем, украинская книжка на прифронтовых территориях, так сказать, обретает новую жизнь. Значит, чаще, ну, мы отправляем новые книги в сельские русифицированные библиотеки. Русифицированные. Смотрите, да, вот сколько лет независимости, сколько лет война. Значит, многие комментаторы заявили, что они так читают украинские книжки, и вообще как бы ты делишь. Что значит русскоговорящая челюсть? Что-то вот, зачем коверкать? Но она в ответ говорит, что ее слова вырвали из контекста, она объявила, что закрывает свой проект по укомплектованию сельских библиотек книгами. Короче, психанула. Тащить эти годы для меня было очень тяжело. Вы себе не представляете, сколько времени, ресурсов, денег ушло. Теперь и пускай занимаются обиженные в Тредсе, ну, в соцсетях, заявил Антонюк. Да. Короче, обидели мышку, написали в норку. Знаете, к сожалению, вот, слушая, вот, и наблюдая за такими, как это волонтерша, ну, знаете, вот иногда кажется, что миссия вот всех этих персонажей делать сильнее все то, с чем они на словах борются. Вот она борется с русским миром, но на самом деле вот такой, ну, во многих случаях они от противного получают результат. Поэтому ничего удивительного нет. То, что навязывается там, с помощью официальной пропаганды, с помощью инструментов государства, оно вызывает у людей отторжение. И неудивительно, потому что в том же духе вот Княжицкий с его инициативой криминализировать украинофобию. Ну, то, Так а что во-первых, это такое, украинофобия? знаете, это прямое нарушение, вот то, что он там наваял, это прямое нарушение принципа правовой определенности. Это любой юрист вам может рассказать. Это можно любую сову натянуть на глобус. Вот если, допустим, я говорю, Евросоюз, это опять же вступление в Евросоюз, это мы отдаем часть суверенитета. Это можно интерпретировать как отказ Украине в субъектности, когда там же это содержится. Но учитывая то послужной список, я же помню, чьим партнером и компаньоном был Княжицкий, господина Севковича, ну, которого, как говорится, в рекомендациях не нуждается. Факт общеизвестный, где он находится сейчас. Поэтому неудивительно то, что иногда вот, знаете, иногда вот настоящая агентура, она должна быть максимально мимикрировать под генеральную линию, под тренды. И, естественно, она должна быть мегапатриотична, и в этой патриотичности никто не должен усомниться, и, естественно, фонтанировать такими инициативами. Но на самом деле это работа на противную сторону. Как в старых мудрых книгах написано, что град разделенный падет. Вот. И вот этим разделением такие персонажи активно занимаются. Да, приходит новость о том, что «Новое время» публикует у себя о том, что полиция может получить право возбуждать дела против граждан, имеющих статус в розыске в приложении «Резерв плюс», «Оберег», задерживать и отправлять в ТЦК. Ну, вот такая вот незамысловатая, хорошая, добрая новость, о котором мы говорили давно, что теперь возьмут теперь по этому Да. списку, и будет у тебя настоящее дело. Прям дело. Да. И вот полиция к тебе... Короче, на полицию, судя по всему, все это спишут. Ой, неудобный момент, когда они пытаются оправдаться за свое... Ну, за себя, да, за свою халатность, за свой провал и позор в Киеве, в Голосеево, да. Ну, там, на Демеевке, да, то есть это, конечно, да. Что думаете, сработает ли Ну, полицейская да. мобилизация? Не, ну, дело в том, что и ТЦК, по сути, он выполнял важнейшую полицейскую функцию. Это запугивание, то есть, чтобы сидели тихо и боялись там, волки. Ну, а теперь это могут передать и полиции. Ведь, по сути, и так, и в нынешней ситуации хватает примеров того, когда полицейские приезжают на вызов по мелкому ДТП, и, ага, первым делом смотрят не кто прав, кто виноват, а смотрят, не находится ли в розыске. И там, если у человека непорядок, какой-то даже мнимый, он едет в ТЦК. Машина остается. Вот из Каменского прислали там. Владельца машины приняли, неизвестные, в гражданском.
Увезли, машина, там уже сутки сигнализация не дает людям спать, бибикает стоят. Поэтому то, что полиция точно не с народом в этой ситуации, по-моему, ему доказывать ничего не надо. Да, друзья, переходим к вашим вопросам, но давайте предварительно закроем наше сегодняшнее голосование. Оно вот такое. Какая из систем наиболее близка к саботажу и сопротивлению центральной власти? По 5% полиция и ТЦК. У Зеленского все под контролем считают 38%, ну и ВСУ 52%. Ну, это, кстати, тоже очень хороший момент. Вот так ответили зрители. В каком хороший момент, что все понимают. Ну, то есть не будет денег ни на что, но не дать денег ВСУ, не обеспечить ВСУ, боится все-таки власть гражданская военных. Миллион человек с ружьем, как бы там ни было. Это, по сути, государство в государстве. Ну, будем говорить так, закрытая система. Со своими порядками, со своим менталитетом. Нравится нам это или нет, но во многом слепок. То есть, какое общество, такая и армия. Вот. Поэтому все проблемы и язвы украинского общества, они перекочевали и в ЗСУ. Ну, но при этом еще есть и, как я говорю, конфликт между политической целесообразностью и военной необходимостью. Он никуда не исчезал, он извечный. И это может, если люди при памяти разумные, они стараются, как говорится, чтобы эти вот это, чтобы это не превращалось в пропасть между политическим и военным руководством. Но очень часто вот эти противоречия, ну, в странах третьего мира, не знаю, кто является движущей силой социального прогресса и политических переворотов, военные, лейтенанты, капитаны, в некоторых странах и сержанты даже, отнюдь не генералы. Поэтому... Так, давайте, друзья, перейдем к вашим вопросам. Спасибо большое, что их оставляете. Это очень радует. Подписывайтесь на Золотарева, на его YouTube-канал. У него тоже сессия ответов на вопросы. Есть такая рубрика на канале, поэтому приходите к нему на прямые эфиры. Ну и, конечно, давайте общаться, держаться вместе. Подпишитесь на этот канал, где смотрите, потому что, ну, во-первых, половина не подписана, а во-вторых, ну, давайте как возьмем и не потеряемся, и уведомления плохо шлет YouTube, и отписки делает, а мы все равно все преодолеем, и, в общем, эти все дур-машины со счетчиками нам нипочем. Давайте все-таки, ну, вот, все равно находить связь, коммуникацию и контакт, как вот прямо сейчас. Сообщество YouTube, пожалуйста, вопросы. Сегодня Минобороны Китая с делегацией в России. Оксана пишет, значит, готовится важный документ по оборонному сотрудничеству. В мае будет Путин в Пекине. Будет ли там подписан полноценный военный союз? Ну, формата такого полноценного военного союза, как с КНДР, точно не будет. Возможно, да, будет очень плотное сотрудничество в военно-технической сфере, в плане обмена военным опытом. Это очень ценно, и китайцы прекрасно это. Ведь, как бы там ни было, Китай при всем том, что у них громадные вооруженные силы, Народно-освободительная армия Китая, ну, с 1979 года эта армия толком пороха не нюхала. Вот, поэтому этот опыт для китайских товарищей особо ценен. Но, учитывая нынешнее олимпийское стоицизм и олимпийское спокойствие, с которым товарищ Си взирает на происходящее в мире, ну, вряд ли. Угу. Значит, так, вот такой вопрос от Лины Востроиловой. Почему украинцам не интересно было стать первой экономикой Европы? Вот база же была. Кадры, атомные станции, ископаемые же, дороги, логистика, проектные институты. Не интересно было созидать? Не интересно было воровать и растаскивать советское наследие? Эту ментальную особенность использовали извне, получается? Знаете, это неинтересно было рулевым. Рулевые увидели в этом возможность макнуть по самые локти руки в мед, прихватизировать общенародную собственность, и, естественно, открылись колоссальные возможности зарабатывания бабла, когда из воздуха делались миллиарды, когда люди из
мелких аферистов становились миллиардерами. Ну, вот и неудивительно, что ничего. Тут вопрос в чем стоял? В том, что необходимо было перезагрузить экономику. Экономики масштаба СССР, которая потребляла то, что производит украинская промышленность уже в 90-е годы, помню, кто в России был у руля, Борис Николаевич Ельцин, сотоварищи там такие же либералы рулили экономикой. Ну, но ничего адекватного, кроме как более адекватного, чем порезать заводы на металл, а то, что генерирует прибавочную стоимость, распихать по карманам, не придумали. Неудивительно, поэтому в Украине образовалось много лишних людей, миллионы лишних людей. То есть, соответственно, для оставшихся, ну, надо ж показать образ светлого будущего. Ну, показали светлоевропейское будущее. Вот. Ну, для этого, естественно, по пути в светлоевропейское будущее кормить украинцев никто не обещал. То есть, соответственно, олигархическая перезагрузка экономики, спасибо Кучме, ничего лучшего не придумал. И результатом стал 2014 год. То есть, все, что можно было, жировой запас, который достался от Советского Союза, Украина проела за 25 лет. Сейчас уже доедаем, как говорится, скребем по сусекам, и мы видим, что фактически украинская экономика не в состоянии даже обеспечить существование государства как такового, с учетом фактора войны. Поэтому неудивительно. Все вот эти лозунги для украинских властьпридержащих о таможенном союзе в свое время, евроатлантической интеграции и так далее, все это было дымовой завесой, чтобы безнаказанно обогащаться, а за счет ресурсов государства и посполитых, которых можно безнаказанно грабить и гнобить, ну, неудивительно в том, что никто не за политические программы, идеи, ну, власть не для этого. Поэтому Да. Украина является такой антипример того, как, имея, обладая колоссальными ресурсами, все это можно благополучно профукать. И, по-моему, к 2014 году мы были единственной постсоветской страной, только насчет Армении и Молдовы. Надо просто заглянуть в цифры, которая не достигла ВВП 1991 года. Алексей спрашивает, какие политические перспективы у Мерца и его партии? Как его идеи построить новую мощную экономику, как у Гитлера, воспримут избиратели на следующих выборах? Неужели с помощью пропаганды удастся народ настроить на аналог Армавира? Нет. Судя по всему, Мерц окажется таким же политическим неудачником, как и Шольц. Да, фонтанирует идеями. Да, германская промышленность, она способна удивлять мир. Это во Вторую мировую войну увидели. Потом благополучно и Соединенные Штаты, и Советский Союз конвертировали технологические разработки сумрачного тевтонского гения и в ракетной, в судостроении, в стрелковом оружии. Но немцы, к сожалению, для любителей возрождения прусского военного духа, уже не те. Немцев в процессе денацификации кастрировали. Ну, как шутили, что в первой половине 20 века немцы были лучшими солдатами, а евреи лучшими торговцами. Вот во второй половине 20 века немцы стали лучшими торговцами, а евреи лучшими солдатами. И ничего не изменилось. Нет, в Бундесвер не рвутся желающие. И, судя по всему, то, что Меркель радикально сократила численность сухопутных сил, оно базировалось на том, что при добровольной системе комплектования Бундесвера очереди желающих не наблюдается. А получить сотни тысяч солдат на ровном месте, надо вводить военную повинность. Как это отразится на политическом будущем, Мерца нетрудно представить. И, судя по всему, альтернатива для Германии еще может удивить в следующих выборах. Они не скоро, но результат этих выборов мы уже видели, когда, подобно тому, как в 30-е годы между Германией была поделена: восток Германии — это нацисты и коммунисты, а консерваторы — это западные.
Тут точно так же сейчас христианские демократы, Восток, бывшая ГДР, альтернатива для Германии. Да, значит, друзья, переходим к чату трансляции. Вопросы отсюда. Спасибо большое, что активны в чате. Там есть еще такая функция, там сердечки можно потапать. Сердечки. Ну, тоже хорошо, да, как бы, для того, чтобы веселее было отвечать на вопросы. В общем, вот такие у нас сегодня вопросы из чата. Пишите их, уже можно. Так, Борис, вопрос. Мне интересно мнение господина Золотарева. Почему Зеленский не остановил войну в 2022 году? Ну, наверное, все-таки был какой-то внешний импульс, когда партнеры сказали, ну, подойдем, не подписываемся. Ну, Соединенные Штаты, Великобритания. Ну, и, судя по всему, еще не скоро узнаем, что происходило тогда за кулисами, что было там обещано реально. Вот. Но для меня было очевидно то, что Украина в полномасштабную войну, войну на истощение не вывозит в силу, опять же, экономики, человеческого ресурса. Но, тем не менее, даже вот верным зеленцам уши надули о том, что Запад с нами, будем, мне вот в 2022 году, когда я выражал скепсис относительно последствий войны. Ну, ты ничего не понимаешь, сколько времени надо будет помогать и сколько необходимо будет давать Соединенные Штаты обеспечить. Ну, видите, чем все обернулось. Вот, по-моему. А европейцы, ну, это такая довольно жиденькая субстанция, а опираться надо на твердое. Поэтому, мне кажется, неверное представление о потенциале государства, о неверное представление о масштабах помощи, которые могут оказать партнеры, привело к тому, что вместо синицы в руке Зеленский предпочел журавля перемоги в небе. Ну, так, Так, значит, дальше вопрос. Можно ли при войне изменить антироссийские настроения? Или это заранее невыполнимо? заведомо невыполним. Добрый вечер, Женя спрашивает. Как вы думаете, может Восточная Европа, говоря о войне с Россией, на самом деле хочет, чтобы Россия ее взяла и поднять свой уровень выше дна? Ну, Восточная Европа, Восточной Европе рознь. Ну, как вы себе представляете поляков? Ну, поляки экономически очень даже хорошо себя чувствуют. 200 с лишним миллиардов, которые были влиты в польскую экономику, в модернизацию инфраструктуры, были использованы снова. Польша сегодня экономически, хотя там и дефицит бюджета, но тем не менее, может себе позволить даже такие фокусы, как 4,5% ВВП тратить на военные нужды. Болгария – это другая история. Но вы видите, в Болгарии, ну, несмотря на права Орбана, урбанизация теперь перебросилась на Болгарию. Там Радев, по сути, получил карт-бланш на формирование правительства. Ну вот спрашивает Елена по поводу Болгарии, да, как вообще Евросоюз прозевал такого неудобного кандидата? Или она просто не такая важная, как Венгрия? И, естественно, Болгария все-таки это задворки Евросоюза, не в обиду болгарам сказано. Экономически, то есть там, по-моему, даже этих знаменитых болгарских помидоров, там помидоры из Нидерландов в супермаркете. Поэтому если есть желание посмотреть евроинтеграционные перспективы, съездите в Болгарию. Конечно, если вам позволяет возраст и возможность пересечь украинскую границу. И там, по-моему, все, как говорю, картина маслом. Поэтому, судя по всему, все было отвлечено на Орбана. Вот это эпицентр противостояния. А Болгария осталась за кадром. Но к тем результатам, которые мы увидели в Болгарии, Болгария шла несколько лет. Поэтому, что это случайность, ну, язык не повернется, тем более, что Радев подал в отставку с поста президента, чтобы участвовать в этих выборах. Ну, как бы там ни было, но 37% с учетом избирательной системы Болгарии, это более чем убедительный результат, который говорит о том, что
ну, европейское будущее оказалось не таким радужным, как нам и болгарам обещали. Вопрос. Будут ли на Украине еще блэкауты? Как вы Будут, думаете? будут и аварийные отключения могут быть и летом, вполне, с учетом того, что ну, есть, конечно, люди, которые более, скажем так, куда экспертнее в энергетической сфере, нежели я, но их мнение о том, что энергетика на Украины висит на сопле, которую может в любой момент обернуться большущими проблемами, когда электричества не будет по несколько дней. Летом идет пик потребления электроэнергии, летний пик. Да, это не так проблемно, как зимой, большой световой день, но кондиционеры, холодильные установки, это ж торговые сети, плюс бытовые, ну, охлаждение офисных, торговых помещений. Это довольно большой объем электроэнергии. Хотя атомная энергетика, она позволяет закрыть потребности бытового и коммунального сектора, но тем не менее дефицит маневренных мощностей в силу того, что выбитые и тепловые электростанции, может создать проблему. Вот что говорят энергетики. И отсюда возможны аварийные. Поэтому серьезно, ну, отнеситесь к словам Кучеренко, все-таки человек длительное время командовал жилищно-коммунальной сферой в стране. Он говорит о том, что ситуация, допустим, для Киева с теплом плачевная, и точно ТЭЦ не восстановят к осени, равно как и передвижные мобильные котельные не решат проблему. Поэтому на левобережье в Киеве, судя по всему, следующей зимой будет холод. Значит, спрашивали про поводу шума. Нет, сегодня шума не будет, друзья. Спасибо, что интересуетесь и ждете, и спрашиваете. Сегодня нет. Пишут там Шелест, Ускобеева возмущался по поводу Донни Ленда. Ускобеева не возмущался. Я у себя как раз в шуме возмущался. А это они, собственно, взяли. Донни Ленд — это, конечно, цирк. Ну скажите, ну вот это вот похоже же на правду, Андрей Владимирович. Ну, у нас же шоу... Откуда пришел президент, наш президент? Из шоу-биза. Донни Ленд. Вот, а Трамп откуда? Ну, тоже не чужой человек для шоу-биза. Ну, вот попытался с ним, видимо, пошутить. Ну, вот пошутил с ресурсной сделкой. Думал, что Трамп прыгнет в повестку Байдена, даст оружие. И вам. Ага. Но ресурсная подписана. И нас неизбежно ждет очень непростое выяснение отношений между британской короной и Белым домом. То есть, так за право первой ночи Украины. Значит, вот такой вопрос для вас. Вероятен ли, Валерия спрашивает, вероятен ли возможен импичмент Трампу? Как думаете? Будут играть, но это будет скорее такая игры политтехнологов. Скорее, что может с Трампом случиться, это по 25-й поправке. Ну, в силу, допустим, есть. Не дай бог ему здоровья, но ведь помните персонажа Мастера и Маргариты, то есть весь фокус в том, что человек внезапно смертен. Но получат технофашиста Венса в качестве президента. А импичмент нереализуемо. Да, сможет ли политик старой школы, как Юлия Тимошенко, закончить войну, если власть перейдет к парламенту? Учитывая, какие там смельчаки и буйные персонажи собрались, сомневаюсь. То есть, там удивительно трусливый набор удивительно трусливых конъюнктурных фигурантов в стенах Верховной Рады. Ну, даже возьмите вот те же оппозиционную, ошметки оппозиционной платформы, превратились в верных зеленинцев. Вот, и вся цена. Хотя бы ради соблюдения элементарного политеса, ну хотя бы там где-то голос возвысили. Нифига. Что вы хотите от такого сборища? Да, друзья,
Всем большое спасибо за ваши вопросы. Спасибо за то, что мы вместе. Самое главное, конечно, это беречь друг друга. Встретимся с Андреем Владимировичем через неделю. Андрей Владимирович, спасибо большое за время и мысли. Всего доброго. Берегите себя, несмотря ни на что. Вот все-таки будьте оптимистами. Вот несмотря ни на что. Оптимистичнее. Все равно все, сколько веревочки не виться, все равно конец придет. Пока что это просто вот конец сегодняшнего эфира. Но может и вот эти события все-таки закончатся. И кто-то возьмется за голову, и будет больше благоразумия, что ли.